Мальчишки и девчонки, здравствуйте! Мы сегодня оказались где-то недалеко от Майами-Бич. Буквально неделю-две назад прошли выборы президента Соединенных Штатов Америки. И, как вы знаете, на них победил Дональд Трамп. Я надеюсь, эти выборы принесут нам тоже что-то приятное. И в этих юнитах мы найдем драгоценности, а возможно даже что-то большее. Просто чемоданы, наполненные деньгами. Погнали в новый выпуск! Приехали в новый сторидж. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Плохо держится. Так, что мы видим? Мы видим старые какие-то шмотки. Мы видим картотеку. Мы видим чемодан. Что у нас здесь? Что-то непонятное. Какие-то типа картины, что ли. Да, искусство. Какое-то искусство. Масло. Нифига себе. Ну, короче, поехали. Такс. Вот такое вот искусство. Это масло на холсте, и здесь какая-то подпись. Очень интересно. Не знаю, не знаю. Если найду, вставлю вставочку, дорого это или нет. Продолжаем разбираться. Картины очень интересные. Я нашел их 3 штуки. Это Генри Анти или Арти, что-то такое, по паре тысяч. И вот эта картина пока еще не опознана. Стояли прямо при входе. Теперь смотрим, что здесь. Шмотки, шмотки, шмотки. Шмотки. Но если у людей были деньги купить картины за несколько тысяч долларов, то, я думаю, могло быть денежного удовольствия на что-то поинтересней. О, здесь, кстати, кто-то тоже уже пытался полазить. Опа! Что же это такое? Идите сюда. 100% это рождественские человечки. Да. Короче, Рождество. У нас Рождество скоро в Соединенных Штатах, поэтому вся эта история неплохо зайдет. Там у нас сумочка. В сумочке еще сумочка, а вот это все походу бумаги. Если это бумаги, а там вообще какие-то огромные шкафы, это одежда. Можно встрять на свалку. Ну, то есть вывозить отсюда на свалку большое количество ненужных вещей. Так. А вот это тяжелая коробочка. Тяжелая коробочка, ремешок. Apple Watch. Ну, ничего, зато есть один ремешок от Apple Watch. Так. Ну, это неплохо. Люди не носили часы по 10 долларов. Открытки, открытки. Открытки. Какие-то личные вещи. Фотографии.
ноут. Ну, ноут такой не молодой. Опять фотографии, альбомы. Так, но почему столько бумаги, непонятно. Если это частный дом, то не должно быть столько бумаг. А если это не частный дом, тогда откуда личные вещи? Загадка. Очень много бумаги. Так, это у нас бумага. Так, нужно взять нож. И иногда у меня в некоторых юнитах прокатывает отдать большое количество личных бумаг держателям сториджа, склада. Но в этот раз эта история не прокатит из-за того, что хозяева видели, как много здесь документов, и сказали: не-не, ребята, извиняйте. Ой-ой-ой-ой-ой. Биологическая опасность, биохазард. Я уже находил такие сториджи. Здесь, смотрите, какие-то пакеты. Clinical Pack. Что-то для людей. Интересно. Интересно. Сюда. Продолжаем. Чемодан. Ты меня называла. Чемодан. Только этого мало. Шмотки. О, а у меня есть вот такая вот штучка на продаже. И если вот это не совсем мертвая, то она тоже, может быть, продастся. Ну да, или не продастся, непонятно. Ладно, посмотрим. Есть предположение, что это была чья-то частная клиника. Там, правда, виднеются какие-то чемоданы, личные вещи. Но в большинстве своем... Хотя, возможно, это еще была не просто частная клиника. Так, что у нас здесь? А частная клиника на дому. Кстати, периодически вот такие вот вещи надо все пересматривать. Давайте я вас чуть поправлю. Потому что может оказаться что-то интересное. О, первые деньги. Квотер. Чемоданчик. Такой модный чемодан. О, нифига себе. Со шмотками. Или не только шмотки. Дырокол. Дырокол. Так. Фотография. Nike. Так, собираем, ладно. Какие-то модные вещи. Не очень сильно модные. Мексика. Курточка. Или что это, штаны? Кожа. Эскада. Ребята, эскада дорого или дешево? Или можно выбросить, или на донейшн, непонятно. Такие кожаные штаны эскада.
Что у нас здесь еще? Джинсы. Это деревяшечка. Джинсы. Продолжаем. Что это? Это семейный альбом. Семейный альбом. Но семейный альбом — это уже неплохо. Значит, здесь не только документы из клиники. Может быть, что-то семейное. Это фотографии. Фотографии. Диски. Так, здесь ничего. Здесь у нас какой-то системный блок. Ой-ой-ой, какой ты тяжелый, дружок. Dell. Ну, не знаю, насколько он новый. Как я понимаю, он со всеми делами здесь. Клавиатура под него, мышка. То есть все дела к нему есть. Так, лезем дальше. Да, очень много бумаги. Но там вот я вижу какие-то личные вещи. Сейчас заглянем сюда. Вау! Что это? Монто. Норковое монто. Да, и в самом деле в этом юнити были обнаружены шубы, несколько небольших полушубков, норка, писец, какие-то еще животные, я не сильно в этом разбираюсь, но часть из них уже была продана, часть еще предстоит продать, и были еще брендовые вещи. Все это чуть не ушло на донейшн, случайно вывалилось из пакета, и мне пришлось это пособирать. Чайна. Нет, манто, но не норковое. Тоже какой-то полушубок. Гэс. Ну вот Гэс может и стоить чего-нибудь. Такая. О, а на ней как раз этикеточка. $120. Ну, $50, я думаю, точно продастся. Так, пока помимо картин... О! Здесь что-то есть. Пока помимо картин ничего не было. Может быть, здесь что-то будет. 128 это стоило. Это новая штучка у нас. Что за бренд? Черный кошелек. Коли Холл. Не знаю. Не знаю. Так. Ну, похоже на серебро, хотя не факт. Луи Виттон. Вот это Луи Виттон оригинальный. Не знаю, правда, сколько стоит. Очешники Луи Виттон. Кошелек. О, деньги. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Не, наверное, с тем кошельком я погорячился. В плане оригинальности. Есть некие сомнения. Ой, что-то интимное. Еще какие-то кошельки. Гуччи. Ну, вот это очень хорошее качество. И вот это у нас, да, Гуччи. Под документы. Италия, Гуччи, да.
Так, продолжаем. Ну как может быть Gucci и вот какой-то no-name лежать бок о бок? Это у нас чеки. Ребята, если кому-то нужны деньги, вы мне пишите. Я вам вышлю чек. Шучу, конечно, а то скажут, обманул. О! Что это такое? Нож. Нож. Где ты был, нож? Да, ярко, но бижутерия. То же самое. Тоже бижутерия. Но если есть какая-то бижутерия, может же быть не бижутерия. Кроссовки. Ну или не одевали, или если даже одевали, то может быть один раз. Merrell. Не знаю, кто знает, что за бренд, пишите. Powerbank, наверное. В 2008 году, интересно, у них $100 здесь нигде не завалялось. Желательно 100 тысяч долларов. Так, что это такое? О, нифига себе! Что-то в специальной бархатной упаковке. Но есть у меня некое подозрение, что это альбом. Да, свадебный альбом. Было. И прошло. Свадебный альбом. Еще какая-то сумочка. ПТ Ландри. Тоже не слышал. Коралловые тапки. Ну, в общем-то и все. Идем дальше. Новая коробка. Майерс. Мэр. Так, а здесь было что-то интересное. Но его уже нет. Фотографии. Продолжаем. Забираемся, так сказать, в гущу событий. Что это здесь? Чемодан. Бокс 15. Они, кстати, все пронумерованы. Сансонит. Есть такой бренд, ребята, Сансонит.
Пахнет каким-то Китаем. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь и в брендах не сильно разбираюсь. Может быть, это какой-то дикий, необузданный, дорогущий бренд с дешевой ручкой. Что это такое? Прах? Ребята, кто на что ставит? Прах или не прах? Нет. В этот раз повезло, это не прах. А бывало и по-другому, кстати. Иногда. О! Модная. Модная сумка. Опять без бренда? Где тут мой ножик? Не знаю. Не знаю. Может быть, просто давно лежала. А может быть, ерунда. Непонятно. Нужно исследовать. Так, это на экспертизу. О, норковая шапочка. Чайна. Чеки. Интересно, сколько чеков. Да, ну они неплохо жили. Значит, у них могло быть что-то интересное. Так, новая коробка. Здесь какие-то опять личные вещи. Луи Вуиттон. Но есть у меня некие подозрения, что это левак. Что это левак. Бумажки. Ну да, Луи Вуиттон, не будет же вот так рваться. По углам. Не знаю, ну скорее всего подделка. Да, с виду нормальные люди были. И покупали вот такую ерунду. Что это у нас такое? Donny and Bonnie. Кстати, тоже какой-то неплохой американский бренд, вроде бы, насколько я помню. И его, к счастью, не так часто подделывают. Такая вот сумочка. Новая коробка. И здесь у нас какой-то сет. Сет для новобрачных. Давайте посмотрим, может быть. Еще. О! Это, наверное, чтобы тортик разрезать новобрачным. Тоже с хрусталем. И там у нас выглядывает опять. Так, во-первых, здесь что-то. О! Медали. Дисней. Чикаго марафон. Да, кто-то был молодец. Немного бегал. Так, что за Луи Виттон? Что за Луи Виттон? Ну, сомнительно, что это Луи Вуиттон.
Это у нас Гуччи. Да, Гуччи. Гуччи, да, видно носили. Ну, Гуччи похоже. Интересно, могло ли быть у одних и тех же людей что-то поддельное и что-то неподдельное? Exclusive Edition. Да, вот это Луи Вуиттон, точно. Вот это под вопросом, а это именно он. Ну ладно, картины Луи Вуиттон. Я согласен выбрасывать эти коробки на свалку за $200. Надеюсь, что 5 я заработаю на этой всей истории. Это точно оригинал. Ребята, здесь на дне коробки вроде как нарисовалась Фенди. Фенди. Ты Фенди? Нет, ты не Фенди точно. А ты? Ты Фенди? Я, честно сказать, не сильно разбираюсь в сумках. Халфингер. Кто кладет в мешочек из-под Фенди Халфингер? Это просто издевательство над нашедшими. Дони Бони. Опять Дони Бони. О, и что-то еще на самом дне. Это у нас что-то похожее на крокодила. Я не знаю, подделка, нет. Лидер Италия. Брацелиани. Брациалини. I don't know. Я не знаю такой бренд, но очень похоже на оригинал. Как я уже показал, эти картины принадлежат руке автора Генри де Анти. Вот это его подпись. Он всегда наносил толстый слой краски. И из-за этого, как вы видите, сейчас попадает свет на картину. Кажется, как будто она залакирована. Генри де Анти родился в начале 20 века. Его родители, его семья пострадали от Первой и Второй мировых войн. Его отец был призван, и сам он был призван уже на Вторую мировую войну. Так вот, войны сказываются на художниках, на их стиле. Если мы говорим об этой картине, здесь у нас клоун. Это тоже одна из серий картин. Она не одна, их много у него было, связанных с клоунами. Но в большинстве своем он изображал на своих полотнах сельские пейзажи Франции. Он является одним из известнейших художников Франции. Располагается во многих галереях на территории самой Франции, да и здесь, на территории Соединенных Штатов. В нескольких музеях висят его полотна. Очень интересно. Также в числе работ, найденных в этом юнити, были вот эти две прекрасные картины. Это у нас Андре Шошон, тоже французский автор. Довольно-таки известные картины его продаются от 500 до нескольких тысяч, от $500 до нескольких тысяч долларов. А это у нас итальянский автор Нино Сальвадори. Его работы также продаются от 800 до 3-7 тысяч долларов в зависимости от размера. Такая картина будет стоить около $2000. Совокупно с этого юнита я получу, наверное, около $4000 по минималке, если мы говорим о том, что я затратил $700 на вывоз мусора, на аренду трака, на то, чтобы все это дело освободить. Но будет все это не быстро. Сейчас я связываюсь с аукционом, потому что, к примеру, Генри де Анти продается на очень и очень хороших аукционах, таких как
Кристи. И мне хотелось бы с ними поговорить, возьмут ли мои работы на реализацию, чтобы продать их как можно и можно веселее. Да, стоимость всех работ может оцениваться до 8 тысяч долларов, но если брать по минималке 4,5-5 тысяч, со всего этого можно получить, то есть чистый заработок 4 тысячи, но в долгосрочной перспективе. Такие вот итальянские детишки на улицах Валенсии или какого-то другого города, возможно, Рима, не на Сальвадоре. Друзья, сегодня в Майами жуткая погода, но эта погода не помешала мне, да, снять для вас выпуск, рассказать об этих художниках, рассказать о заработках на юнитах, а в следующих выпусках нас ждут приключения, уже связанные с вот той вот малышкой, где-то там за моей спиной стоит Cybertruck, который я не так давно приобрел, и о нем я расскажу, наверное, через недельку-две. Я желаю всем как можно больше здоровья, путешествий и до новых встреч!